Буду с вами предельно честен, даже несмотря на то, что я сейчас вам скажу, просто убьет продвижение этого видео. Смотрите, это видео создано для новичков, поэтому если вы уже умеете работать с сервисом N8N, если вы уже строили своих AI-агентов с помощью сервиса N8N, то переходите к следующим моим видео, где мы подробно разбираем, как строить AI-агентов, какие инструменты использовать. Но это видео не смотрите, потому что оно создано для новичков. Не нужно в комментариях писать, что я все это и так уже знал. Это видео, еще раз повторяюсь, создано для новичков. Если вы хотите помочь мне продвинуть это видео, для того, чтобы большее количество людей узнало про сервис N8N, то просто сейчас включите на play и идите куда-то пить чай. Потому что если вы уже работали с сервисом N8N, здесь вы ничего полезного больше не найдете. Смотрите другие мои видео, где мы подробно разбирали создание AI-шаблонов для создания AI-агентов. Если же вы новичок и хотите полностью изучить сервис N8N, то добро пожаловать и давайте начнем. Сервис N8N. Я не буду вам показывать процесс регистрации, потому что это и так все интуитивно понятно. То есть вы можете через свой Google аккаунт авторизоваться в этом сервисе и, соответственно, начать работать и взаимодействовать с этим сервисом. Что дает этот сервис? Что дает сервис N8N? Во-первых, он нам дает без знаний программирования, без знаний какого-то кода делать себе персональных AI-ассистентов, персональных AI-помощников, делать AI-агентов, да, для любых направлений, любых ниш, делать AI-продавца, запускать его на работу и взаимодействие, соответственно, с клиентами, делать контент с помощью искусственного интеллекта, но не того искусственного интеллекта, типа ChatGPT, и где мы сильно ограничены, соответственно, в пространствах, нам приходится долго вбивать однорутинные задачи, типа промпты, шаги. Здесь мы весь этот процесс, соответственно, автоматизируем. То есть для того, чтобы, например, как я использую сервис N8N, я использую его для двух задач. Первая задача — это AI-продавец, то есть ко всем моим Telegram-ботам, которые находятся в моем Телеграме, которые доступны для Телеграма, которые продают мои услуги, мои курсы, а к ним, ко всем подключен искусственный интеллект через систему N8N. То есть у них базовая автоматизация и есть подключенный искусственный интеллект. Второе. Создание контента. Сегодня кто не создает контент, то есть какая компания не создает контент, она очень сильно себя ограничивает. То есть для того, чтобы регулярно, на постоянной основе создавать контент, создавать фабрику контента, нам необходимо, соответственно, пользоваться искусственным интеллектом, пользоваться через окно в ChatGPT. Это не всегда удобно. Через Claude тоже не всегда удобно, потому что есть специализированные задачи, есть контент для разных социальных сетей. Соответственно, мы используем сервис N8N. Главный ассистент, которому вы поручаете какую-то задачу, забить данные в календарь, записаться куда-то, сделать какой-то запрос, отправить электронную почту, порыться в базе данных для того, чтобы найти тот или иной ответ. То же самое, все автоматизируется с помощью сервиса N8N. Мне понравился этот сервис тем, что здесь не нужно обладать какими-то знаниями программирования, все в принципе интуитивно понятно. Плюс самое главное, есть возможность выгружать шаблоны. То есть вы нашли какой-то шаблон, либо увидели какую-то автоматизацию, выгрузили этот шаблон, даже можете воспользоваться нашими. То есть под каждым видео я даю, соответственно, шаблоны, информацию о том, что вы можете перейти по первому закрепленному сообщению, перейти в мой телеграм-канал, и здесь собрана база из шаблонов для N8N, которые вы можете либо использовать в том варианте, который они есть, либо адаптировать эти шаблоны под себя. Здесь все интуитивно понятно. Значит, хорошо, давайте познакомимся с сервисом N8N. У нас есть вот такое вот окно, куда вы попадаете после регистрации. И здесь у нас есть, соответственно, в основном, то есть два раздела. Это какой-то персональный раздел и, соответственно, раздел с проектами. Раздел с проектами вы можете, соответственно, наполнять в зависимости от тех проектов, с которыми вы работаете. Значит, по поводу здесь каких-то дополнительных инструментов. То есть здесь мы создаем, соответственно, проекты, которые самих AI-агентов. Здесь мы добавляем
какие-то сервисы в процессе работы. Ну, давайте лучше вот на персональном покажу. То есть мы здесь добавляем какие-то сервисы в процессе работы, а здесь смотрим, какие изменения происходили в том или ином рабочем пространстве. В принципе, все. Сам процесс создания AI-агентов, он тоже выглядит как бы несложно. Нам необходимо, вот, например, мы заходим в проекты и нажимаем Create Workflow. То есть мы создаем новый проект. Мы попадаем вот в такое вот пространство, и здесь нам необходимо по шагам, без знаний программирования, создавать, соответственно, свой проект. Но прежде чем создавать свой проект, нужно понимать как бы базу, основы, на основе чего мы будем создавать, соответственно, этих проектов. Когда вы знаете базу, у вас весь процесс создания AI-агентов, он, ну, как бы он у вас не возникает, не должно возникать сложности. Вы просто берете определенные элементы в зависимости от той задачи, которую вам необходимо решить, и, соответственно, добавляете их сюда. Все. Как понять, какие элементы вам нужны? Смотрите, если сравнивать, например, сервис N8N с сервисами автоматизациями, типа Make, да, вот мы долгое время сидели с Make, но всегда у нас была проблема в том, что мы не можем автоматизировать процесс, то есть мы не можем масштабировать процесс, плюс Make очень дорого выходил. Но как обычно работает стандартная автоматизация? Потому что я знаю, что многие пишут, либо говорят, что да что эти сервисы искусственного интеллекта, они все просто тупо автоматизация, которая не работает. Но смотрите, когда у нас есть какая-то автоматизация, мы в эту автоматизацию отправляем определенный запрос. Запрос всегда примерно один и тот же, потому что автоматизация не умеет думать. Она не сможет придумать какой-то другой процесс от вашего запроса. Соответственно, запрос посылает данные в автоматизацию, автоматизация выполняет этот запрос, и мы на выходе получаем какой-то постоянный прогнозируемый ответ. Так работает автоматизация. AI-агенты через сервис N8N, например, работают по-другому. То есть у нас есть запрос. Запрос может быть любым в зависимости от тех задач, которые вам нужно решить. Мы этот запрос отправляем не в автоматизацию, а в AI-агента, в искусственный интеллект, LLM-модель, нейросеть, там, называйте как хотите. И она в зависимости от того, какой запрос к ней пришел, она выбирает то рабочее пространство, то есть выполнение той задачи, которую необходимо выполнить. Например, запрос на создание контента. Он отправляет в одно рабочее пространство, потому что это рабочее пространство отвечает за создание контента. Вопрос по работе там, с Google календарем, да, забить какие-то данные, проверить какие-то данные, посмотреть в базе данных какую-то информацию, он отправляет, соответственно, во второе рабочее пространство. И так далее, в зависимости от тех запросов, которые вы желаете автоматизировать, даже не то что автоматизировать, которые вы желаете передать искусственному интеллекту, в зависимости от этого вы на выходе получаете ответ. Ответ не постоянный, ответ не прогнозируемый, ответ динамический. То есть в зависимости от того, какой запрос вы отправили, тот ответ, желаемый ответ, либо нежелаемый ответ вы получите. Значит, какие есть типы категорий, то есть что есть в сервисе N8N, что делает его таким вот, грубо говоря, умным. Значит, у нас есть в сервисе N8N вот справа в таблице и появляются, соответственно, какие-то элементы. Какие типы существуют, либо какие категории существуют в сервисе N8N. Мы с помощью ноды это вот как раз эти элементы, которые мы добавляем на свое рабочее пространство, то есть это все ноды. Мы с помощью нод и создаем того самого умного AI-агента. Какие ноды, либо какие категории нод существует. Первая категория нод — это триггеры. Триггеры — это узлы, либо ноды, которые запускают ту самую автоматизацию. Когда есть какой-то запрос, либо в определенный день недели, либо в определенное время, либо когда одна автоматизация, либо один агент связывается с другим, запускается, соответственно, процесс. Он запускается как раз с триггера. Триггер — это как бы спусковой крючок, то, что будет запускать
процесс. Вторые типы ноды — это действия, то есть действия, либо ноды, которые выполняют действия в приложениях или сервисах. Например, запись данных в Google таблицу, например, запись данных в Telegram, отправка сообщений в Telegram, транскрибация сообщений, создание голоса в качестве ответов на сообщения. Третий элемент — это утилиты. Это так называемые узлы для трансформации данных. Например, различные свифты, свитчи, которые разделяют, когда приходит голосовое сообщение, когда приходит текстовое сообщение, ну и тому подобное. Код. Узлы для выполнения кода, HTTP запросов, установка веб-хуков и других действий с кодом. То есть все, что связано с кодом. Значит, и, соответственно, продвинутые узлы, продвинутые ноды. Ноды, которые делают агента автономным, включаются функции поиска, памяти, анализа настроения и тому подобное. Плюс глубина ответа, которая вам нужна. Для того, чтобы начать автоматизацию, нам необходимо понимать, что будет триггером, что будет тем самым спусковым крючком, после которого будет включаться та самая автоматизация. Значит, для того, чтобы нам запустить, нам необходимо выбрать в первую очередь триггер. Что может быть в качестве триггера? Я показывал в предыдущих своих видео, что мы в основном используем в качестве триггера какое-то сообщение, которое нам приходит в Telegram. Если рассматривать этот вариант, то здесь в качестве триггера выбрано сообщение в Telegram. Для чего мы используем, например, триггер в Telegram? Для того, чтобы не использовать нашего AI-агента и ассистента в удобном приложении Telegram. Может быть триггером, соответственно, WhatsApp. То есть мы просто выбираем в качестве триггера WhatsApp модель и то же самое. То есть у нас происходит, когда мы пишем сообщение нашему AI-агенту WhatsApp, он начинает выполнять то действие, которое нам необходимо. В качестве триггера мы можем использовать что угодно. Например, есть самый первый триггер при запуске workflow. То есть, когда мы нажимаем тест workflow, протестировать свою систему, протестировать, насколько она работает, протестировать AI-бота, соответственно, система будет зажигаться. В качестве, например, нам необходимо выбрать чат, либо нам необходимо создать чат. То есть мы прямо здесь в чате можем, соответственно, общаться с нашим AI-ассистентом в качестве workflow для того, чтобы тоже с рабочим пространством, для того, чтобы тоже протестировать, как он работает. Триггеры могут быть, то есть к триггерам могут принимать входящие вызовы от других AI-ассистентов. Покажу, как это здесь реализовано. То есть здесь у нас есть входящий триггер от AI-ассистента, а здесь есть исходящий триггер от AI-ассистента. Этот AI-ассистент передает, соответственно, запрос другому AI-ассистенту для того, чтобы решить какую-то специализированную задачу. Для этого мы используем, вот, например, вот этот вот элемент, то есть когда другой ассистент AI ему начинает дозваниваться для того, чтобы с ним взаимодействовать и создать что-то новое. Также мы можем выбрать, еще раз говорю, в качестве триггера там Telegram и либо что-то еще. Значит, либо поставить временной интервал, то есть когда будет автоматически зажигаться, либо включаться эта автоматизация, то есть этот AI-агент. Но я сейчас для теста выберу вот этот вот элемент. Он называется OnChatMessage. Здесь его можно сделать публичным, то есть вы с кем-то работаете, взаимодействуете с ним и, соответственно, отправляете просто ссылку и все. Я не буду использовать публичный, я буду использовать обычный. То есть, когда приходит сообщение в чат. Здесь я могу написать и проверить, да? Привет, ты кто, да? Отправляю ему запрос, вижу, что запрос пришел, и прямо здесь, соответственно, в чате вижу весь наш диалог. Но хотя это пока монолог, потому что он не умеет ничего делать, не умеет отвечать мне. Как сделать так, чтобы он умел отвечать и, соответственно, стал тем самым и ассистентом? Для этого нам необходимо выбрать следующий элемент. Он называется Advanced AI. То есть это уже непосредственно наш робот, называем его AI-агент. Это самый классический вариант выбора и работы с этим роботом. То есть это AI-агент. Что необходимо этому AI-агенту? Во-первых, здесь пока никаких, не могу в него зайти, никаких данных мы в него не отправляем. Единственное, что он видит, то есть он видит сообщение, которое ему присылается от наше сообщение, то есть которое ему присылается. Но пока он не может обработать это сообщение, потому что он еще не AI-агент, он просто вот такой вот агент.
Что необходимо сделать ему? Необходимо нам к нему добавить модель искусственного интеллекта, то есть чат-модуль. В качестве чат-модуля мы можем выбрать из предложенных здесь вариантов. То есть это может быть Grok, нейросеть, это может быть OpenAI, то есть ChatGPT, это может быть Router чат-модуль. Router чат-модуль нам позволяет работать и взаимодействовать с разными нейросетями. Либо это может быть Claude, то есть Anthropic Chat Model. То есть мы его выбираем, и он будет, соответственно, в качестве той самой модели для нашего AI-агента. Можно выбрать динамическую AI-модель, когда в зависимости от запроса он сам будет выбирать ту модель, с которой он будет работать. У меня есть отдельное подробное видео, как, соответственно, это поставить. Давайте вам на самом банальном примере покажу. Это, вот смотрите, OpenChat Router. Router — это возможность выбрать любую AI-модель, которая есть на сегодняшний день в свободном доступе в качестве API для взаимодействия для создания ассистента. Для того, чтобы нам создать ту самую чат-модель, то есть выбрать ту самую модель, нам необходимо прикрутить к ним API-ключ. То есть необходимо прикрутить API-ключ от того сервиса, с которым мы будем работать. Например, для OpenAI нам необходимо перейти на сайт platform.openai.com и, соответственно, создать свой ключ. Весь процесс будет занимать буквально там несколько минут, но необходимо будет оплачивать, соответственно, за API, за доступ к API, за доступ к этой модели к определенную сумму. То есть вы пополняете свой кабинет API, но я знаю, что у многих из России возникает проблема. Проблема именно с оплатой, поэтому многие из России используют как раз модель OpenRouter. OpenRouter позволяет оплачивать даже за доступ к ключам API, даже с помощью криптовалюты. И плюс здесь мы не ограничены в моделях. То есть нужен Claude для создания текстов, либо кода, мы выбираем Claude. Нужен ChatGPT, мы выбираем ChatGPT. Например, мы выбрали O3 Mini и теперь, соответственно, работаем с O3 Mini. То есть к этому AI-агенту сейчас подключен уже настоящая нейросеть, настоящий искусственный интеллект. В данном случае это O3 Mini. Что отличает хорошего AI-агента от плохого AI-агента? Хороший искусственный интеллект от плохого искусственного интеллекта — это, конечно же, память. В качестве памяти мы используем стандартный инструмент Simple Memory, то есть память, которая сохраняет переписку с нашим AI-агентом. То есть для того, чтобы постоянно ему не говорить: выполни такое-то задание, а потом как-то его подкорректируй и заново писать, соответственно, запрос, у него должна быть память. Память мы используем стандартную, я обычно сюда ввожу около 10 сообщений, то есть он помнит порядка 10 сообщений, которые последние к нему приходят. Все, этот агент теперь обладает памятью, у этого агента теперь есть, соответственно, модель ChatGPT, и мы можем его протестировать. Также ему напишем простой запрос: «Привет, ты кто?» и смотрим, как сейчас он начинает работать и взаимодействовать. То есть сейчас он уже может нам дать полноценный ответ, на который, соответственно, мы ему задаем. И он отвечает: «Привет, я ChatGPT, языковая модель, разработанная OpenAI на базе архитектуры ChatGPT 4. Я здесь, чтобы помочь с ответами на вопросы, обсуждением разных тем или оказанием поддержки решения задач. Чем я могу помочь?» Для того, чтобы наш ChatGPT выполнял определенную роль, нам необходимо в ChatGPT забивать промпт. Промпт, чтобы мы не мучились и не забивали каждый раз отдельный промпт, мы можем на базе нашего AI-агента забить промпт. Делается это заходится в сам AI-агент, выбираем System Message, и здесь, соответственно, мы прописываем промпт. Здесь мы прописываем те задачи, которые нам необходимо выполнять, то есть те задачи, которые этот ChatGPT должен выполнять. Например, мы хотим, чтобы он всегда нам отвечал. Всегда перед ответом ставь 3 таких эмоджи. Все, мы это прописали и, соответственно, можем протестить. Да? Нажимаем «Сохранить», спрашиваем ему: «Кто ты?». И теперь он смотрит и отвечает нам. Смотрите, он уже отвечает именно с эмоджи. То есть промпт позволяет нам корректировать ответы от ChatGPT в зависимости от той задачи, которая нам необходима. Нам необходимо, чтобы он отвечал именно так. Соответственно, он будет отвечать именно так.
И таким образом мы можем настроить, соответственно, ChatGPT. Подробно о том, как создавать промпты для AI-агентов на базе N8N я обязательно сниму отдельное видео. Возможно, оно уже есть на моем канале. Обязательно перейдите. Либо оно есть в Telegram-канале. Перейдите, тоже ссылка находится под этим видео. В первом закрепленном сообщении вы попадаете в бота, и он вам рассказывает, что делать дальше для того, чтобы попасть в Telegram-канал. Значит, хорошо. После того, как у нас есть модель, у нас есть, соответственно, память. Мы должны еще сюда добавить, либо мы можем сюда добавить инструменты. Какие существуют инструменты? Их огромное количество в зависимости от той задачи, которую вам необходимо сделать. Первый инструмент — это инструмент, который отправляет к другому AI-агенту. Например, для того, чтобы соединить наших AI-агентов, мы с одного делаем запрос на другого, а другой, например, специалист по коду. И он уже, соответственно, создает код, отдает главному, и главный дает нам на выходе, соответственно, готовый код. Мы можем подключить различные инструменты через HTTP. Мы можем подключить сюда Google Sheets таблицы, мы можем подключить Trello, мы можем подключить что угодно. Мы можем подключить Facebook, мы можем подключить GitLab, Gmail. То есть мы можем подключить огромное количество инструментов, которые он будет выполнять. Нам необходимо на самом банальном примере. Нам необходимо, например, чтобы он забивал данные в таблицу Google Sheets по определенным запросам. Мы ему задаем этот запрос, и он эти данные сам забивает в эту таблицу Google таблицу. Нам не нужно заходить в эту таблицу, вбивать эти данные, он сам все за нас делает. Либо он забивает данные в наш календарь, либо он забивает данные в нашу CRM-систему. Он парсит, не знаю, там, Авито, да, либо какой-то сайт на те данные, которые нам нужны. И все это сохраняет, забивает, отправляет нам. То есть здесь может быть большое количество AI-инструментов, которые он, соответственно, выполняет. Если это у нас AI-продавец, то мы здесь в качестве инструментов добавляем еще свою базу знаний. База знаний, которая позволяет AI-продавцу отвечать не на уровне промпта, так, как нам необходимо, а именно на уровне базы знаний. Посмотрите обязательно мое видео про создание AI-продавца. Там подробно я показываю момент, когда мы через Telegram спрашиваем, сколько стоит определенное блюдо, например, в нашем ресторане, и он берет эти данные из базы знаний и отправляет, соответственно, нам конечную стоимость. Либо какие акции сейчас проходят в нашем ресторане, он, соответственно, берет эти данные и отправляет нам информацию о том, какие акции проходят и попадаете ли вы под него. То есть он обращается к базе знаний и, соответственно, выполняет ту задачу, которая нам здесь необходима. То есть в качестве инструментов можно использовать все, что угодно, все, что нужно вам для определенной задачи. После того, как вы выберете то, что он будет выполнять, еще необходимо прописать выход. То есть, когда мы используем его, например, вот в рамках этого чата, здесь выход прописывать как бы не обязательно. Когда мы используем, например, Telegram, у нас выход всегда Telegram. То есть, для того, чтобы он возвращал ответ именно в тот же чат, в какой он изначально ответил. То есть это очень важно. То есть он сейчас выглядит как? К нему приходит запрос, он обрабатывает этот запрос, он выбирает инструменты, которые позволят ему лучше ответить на этот запрос, и он дает, соответственно, свой ответ на выходе. Все. Это самая базовая конструкция создания AI-модели. В качестве инструмента вы здесь можете использовать что угодно, то есть в зависимости от той задачи, от той идеи, которую вам необходимо решить. Главное понять вот это вот начало создания AI-агентов. Видите, у нас есть как бы более сложные агенты. У нас есть AI-агенты, которые подключены к Google таблицам, которые создают контент, которые подключены к Notion, которые общаются между собой. Как построить всех этих AI-агентов? У меня на YouTube-канале есть большое количество видео, которые вы можете просматривать. Также и вместе со мной пошагово создавать тех AI-агентов, которые нужны для вашей работы. А сейчас я бы хотел, чтобы вы в комментариях к этому видео написали, для какой задачи вам нужно AI-агент, для какой шаблон в первую очередь вы бы хотели увидеть на моем канале для того, чтобы я вам создал и подсказал, как решить ту или иную задачу. Ну, либо приходите в наш Telegram, там есть большая ветка с обсуждением в чате для создания AI-агентов под различные задачи.
Я надеюсь, что это видео было вам полезно, если вы новичок, особенно я думаю, что сейчас у вас есть понимание, как базово строить AI-агентов через сервис N8N. С вами был Гризуевич, подписывайтесь на канал, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий, это поможет продвижению видео. Пока!